Мессинг говорил не о событиях, а о процессах. О власти, которая боится честности. О стране, которая забудет себя, чтобы однажды вспомнить. Все, что он оставил, пытались спрятать. Но его слова все равно возвращаются в самое сердце времени, в котором мы живем. И если ты слышишь это сейчас, значит, ты уже начал вспоминать. Предсказания, в которые не поверили. О некоторых его словах предпочли забыть. Другие просто не записали. А те, что остались, до сих пор заставляют замирать людей, когда они читают их вслух. Вольф Мессинг не называл себя пророком. Он говорил просто «я вижу». Иногда я слышу до того, как случится. Он не объяснял, откуда это приходит. Говорил, что образы сами встраиваются в сознание. Что они больше логики, но тише звука. Его записки, лекции и свидетельства очевидцев рассыпаны в архивах. Некоторые так и не были опубликованы. Но в последние годы все большее количество слов, сказанных им десятилетия назад, стали напоминать не анализ, а предупреждение. В 1954 году он сказал фразу, которую посчитали аллегорией. «Россия потеряет себя, но не будет разрушена. Потому что падение не вниз, а внутрь». Его тогда не поняли. Некоторые усмехнулись, мол, красивые слова. Но он повторил это еще несколько раз. Он говорил, что Россия не упадет от внешнего врага, а пропадет за зеркалом самой себя. Это не метафора. Это было точное определение. Сегодня эту фразу читают в контексте 90-х. Тогда, когда страна действительно потеряла идентичность. Но Мессинг говорил об этом заранее. Без знания, но с видением. В другом выступлении он сказал: «Наступит момент, когда ложь станет формой власти. Но продлится это ровно до тех пор, пока люди не научатся видеть не глазами, а внутренним знанием». Его обвиняли в мистицизме. Говорили, это недоказуемо. Он спокойно отвечал, доказательства придут, но уже после. Он предсказал распад империи. Он говорил, что союз не удержится, потому что страх не вечен. Он называл страх основой системы и говорил, любая система, построенная на страхе, сама себя проглотит. Многие из тех, кто слышал эти слова, больше не живут. Но остались дневники, письма и память тех, кто не успел забыть. Один из его друзей, журналист по имени Аркадий, рассказывал. Он не просто предсказывал. Он менял лицо, когда видел. Будто в этот момент он смотрел не на тебя, а через тебя. Мессинг однажды сказал: «Россия переживет катастрофу не физическую, а ментальную. Но это и будет точкой начала новой воли». Он говорил, что будущее не фиксировано, но имеет узлы. Точки, которые повторяются, если их не пройти осознанно. Именно так он описывал цикл «власть, обман, падение, тишина, пробуждение». Он не называл дат. Он называл состояние. Он говорил, что внутренний перелом народа начнется в момент, когда пропадет доверие к своему отражению. Сегодня это звучит почти буквально. В век информации, фальсификаций и манипуляций. Мы не верим даже своим глазам. Но Мессинг говорил это тогда, когда даже телевидение было черно-белым. Он говорил: «Когда вам покажут ваше лицо, и вы не узнаете его, тогда начнется». Он говорил об эпохе, в которой мы живем сейчас. И в этом есть не страх, а возможность. Потому что он говорил не только о разрушении. Он говорил и о восстановлении. О возвращении не к прошлому, а к настоящему. О том, что Россия очнется, но не через силу, а через правду. Мессинг никогда не участвовал в политике.
Но его слушали даже те, кто этой политикой управлял. Потому что он не делал прогнозов, он давал вектор реальности. И многие не поверили. Потому что слишком страшно было представить, что он может быть прав. Что можно потеряться и при этом остаться живым. Сегодня его слова возвращаются. Не как доказательство, а как напоминание. Что же он говорил о будущем России? Когда Мессинга спрашивали о будущем России, он редко отвечал прямо. Он не давал дат, не называл имен. Он говорил образами, состояниями, ощущениями. И только позже становилось ясно, что его слова были точнее, чем любые прогнозы. Он говорил: «Россия уснет. Ее голос стихнет. Но потом она проснется и закричит не в страхе, а в правде». Эту фразу впервые зафиксировали в 1960 году на одном из его закрытых выступлений. Тогда ее посчитали поэтической. Сегодня читают как описание реальных процессов. Он говорил о периоде забвения. О времени, когда человек в стране перестанет быть человеком, станет функцией. Когда никто не будет говорить честно, но все будут верить, что говорят правду. Он называл это паралич мышления. И предупреждал, если это затянется, будет взрыв. Не физический. Сознательный. Точка. Именно так он описывал пробуждение. Он говорил, что будущее России не в возврате к силе, а в способности впервые услышать себя не через лозунг, а через тишину. Он утверждал, только пройдя через внутреннее разрушение, страна сможет быть новой. Точка. Мессинг называл Россию страной с пророческим позвоночником. Страной, в которой национальная душа всегда переживала себя через страдания. Но он не говорил, что это приговор. Он говорил: «Однажды здесь начнется честность. И она будет страшнее оружия». Эта строчка зафиксирована в тетрадях его переводчика. Он говорил, что будущее начнется тогда, когда молодые перестанут бояться старых слов. Что перемена не начнется с улиц, а с ощущения внутренней неправды. И это ощущение станет вирусом, который передается не через медиа, а через взгляды. Он также говорил, что Россия пройдет этап мнимого спасения. Что ей будут обещать стабильность, порядок, величие. Но это, по его словам, будет фаза глубокой заморозки. Он предупреждал: «Будьте осторожны с теми, кто обещает свет, но не называет цену». И добавлял: «Настоящий свет не продают». Мессинг говорил, что в России наступит переходная пустота. Период, когда люди будут жить как бы в реальности, но без ощущения реального. Он говорил, это похоже на смерть, но это рождение. Он верил, что именно на этой почве вырастет новое сознание. Не политическое, не идеологическое, а экзистенциальное, внутреннее ощущение себя и своей ответственности. Он говорил: «Вы не ждите перемен от вождей. Их нет. Ждите от зеркала. Оно треснет, и вы вспомните». Это одна из самых загадочных его фраз. Многие трактуют ее как намек на падение внешней идеологии. На момент, когда привычные конструкции разрушатся. И человек впервые увидит не роль, а себя. Он утверждал, что в России появятся те, кто будет говорить не потому, что можно, а потому, что уже невыносимо молчать. И эти голоса не будут громкими, но будут слышны. Он говорил, они начнут писать, говорить, молчать по-другому. И люди это почувствуют. Сначала неосознанно. Потом как внутреннюю правду. Точка. По его словам, главная сила будущей России не в контроле, а в осознанности. Не в количестве, а в глубине. Не в скорости, а в точке остановки. Он говорил: «Когда вы перестанете спешить в никуда,
начнете приходить в себя. Эти слова были записаны в 1972 году, незадолго до его ухода. Он не давал готовых схем. Он давал ориентиры. И каждый, кто слышал его тогда, слышал не умом, а чем-то глубже. Сегодня его слова звучат иначе. Потому что мы подошли к тем самым точкам, о которых он предупреждал. Не как судьба, а как выбор. Не как приговор, а как возможность. Потому что, как он говорил, слышит не тот, кто готов, а тот, кто устал быть глухим. Почему это скрывали и кому мешали его слова? Если бы Мессинг говорил только о прошлом, его слушали бы спокойно. Если бы он просто читал чужие мысли, его бы называли фокусником. Но он говорил о будущем. И говорил слишком точно. Он не просто предугадывал события. Он описывал реакции людей, поведение власти и эффект молчания, который охватывает общество перед сдвигом. Именно поэтому его слова начали теряться. Одни записи исчезали из архивов. Другие не записывались вовсе. Есть свидетельство, что часть его дневников была изъята. Что его выступления в узких кругах никогда не фиксировались по приказу сверху. И что в его окружении были люди, которые сами боялись того, что он знал. В 60-х годах ему запретили говорить публично о вещах, которые могут дестабилизировать восприятие реальности у граждан. Формулировка была официальная. Но суть была в другом. Он говорил то, что разрушало миф. А миф — это инструмент. Если ты убираешь миф, ты лишаешь систему основы. Он говорил о власти, которая боится честности. О народе, который помнит боль, но боится ясности. О будущем, которое требует не покорности, а зрелости. Он не вписывался. Он не был удобен. Он не продавался. Его не устраивала половина правды. Он не использовал страх для влияния. Он просто смотрел и говорил, что видел. А видение — это опаснее оружия. Потому что оно действует до того, как случится. И если ты видишь раньше других, ты мешаешь тем, кто хочет управлять. Мессинг мешал не потому, что он что-то разрушал. Он мешал тем, что он пробуждал. А пробужденный человек уже не объект. Есть воспоминания его ученицы, имя не сохранилось в открытых источниках. Она говорила. Ему сказали, если ты не замолчишь, мы сделаем, что ты никогда не говорил. И он замолчал. Но продолжал писать. И передавал свои мысли в виде образов, которые понимали не все. Он использовал фразы-закладки. Когда трон заговорит от лица народа, начнется распад. Там, где нет внутреннего «я», всегда будет внешний «они». Это не лозунги. Это коды. Он писал не для того, чтобы убеждать. Он писал для тех, кто вспоминает. После его смерти многие тексты исчезли. Некоторые хранились у частных лиц, и те внезапно замолкли. Один из них сказал: «Я понял, что пока рано». Но «пока рано» не значит «никогда». И сегодня мы живем в то самое время, когда начинают слышать. Именно так он однажды и сказал. Придет поколение, которое будет слышать без доказательств, чувствовать без логики и действовать не из страха, а из внутреннего знания. Мы в этом времени. Это не значит, что все будет легко. Это значит, что все будет видно. И его слова уже не спрятать. Потому что они не принадлежат бумаге. Они принадлежат памяти. А память — это то, что не поддается запрету. Если она включилась, ее не выключить. И Мессинг знал это. Поэтому он и писал.
Если ты читаешь это, ты уже не тот, кем был. И это не угроза. Это констатация. Мы можем спорить о деталях. Мы можем сомневаться в источниках. Но суть остается. Он говорил то, что нельзя было говорить. И потому эти слова продолжают звучать. Особенно сейчас.